Представители знака зодиака Стрелец, Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад 2025 год. Год змеи. Как изменится ваша жизнь? Давайте узнаем. И если мы говорим год змеи, а 2024 это год дракона. Змея и дракон прекрасно ладят друг с другом. Но змея – это больше продуманности наших действий. Змея мудрая. Перед тем, как что-то предпринять, она размышляет, анализирует, а после обустраивает что-то в новом ключе, что-то готова менять. Вот и мы будем организовывать свою жизнь как-то по-другому, в более спокойно, надежно уверенных энергиях. И тот план, который вы отчасти не смогли, может быть, довести до логического конца или осуществить свое намерение и желание в 2024 году, в 2025 вы можете продолжить и получить те бонусы, которые вы предполагали. Но все это в каком-то в новой организации, повторюсь, жизни. Давайте узнаем, что думают карты Таро по поводу 2025 года. Каковы энергии, каковы события для вашего знака зодиака. У нас 3 колоды, и на каждой мы достанем 3 карты. Будет 3 триплета. Но первый вопрос давайте зададим такой: что завершится в 2025 году? Или имеется в виду, какое дело вы, может быть, сумеете довести до логического конца, в чем-то поставить точку, получить результат, сыграть последний аккорд. Ну, или, может быть, это будет то, от чего вы откажетесь сами. Вполне вероятно. Итак, первая карта. Что завершится в 2025 году? А что нового войдет в вашу жизнь, мои дорогие стрельцы? Чем запомнится вам 2025 год или важное событие, в какой сфере жизни? Что нам покажут карты? Вторая колода Золотого Таро. И первую карту мы достанем неожиданности. С чем это может быть связано? Или в какой сфере жизни? Итак, неожиданности. Что вас будет радовать? И что вам будет помогать? И третья колода. Чуть-чуть подвину. Что вам может помешать? Такую карту мы тоже должны с вами достать. Может быть, какие энергии? Что вам может помешать в 2025 году? Событие, которое изменит вашу жизнь. И событие, которое заставит измениться вас. Давайте узнаем. Итак, что же завершится? Одиночество. Аркан Отшельник. По этому аркану вы, возможно, длительное время кто-то из вас буквально находился в состоянии одиночества. Должна сказать, что кто-то из вас находился в каких-то ограничениях или в ситуации, ограничивающей ваши действия. Это могла быть какая-то изоляция, мои дорогие. Вот это все завершается. Может быть, завершается тот период, который вы проходили в одиночку. Отчасти карта говорит уделить внимание личной жизни, правда. По аркану Отшельника это всегда сильная позиция, безусловно. Но Отшельник идет медленно, но он идет сам по себе. Именно вот какая-то парадигма жизни, когда вы были сами по себе, а здесь какое-то, может быть, партнерство вы должны создать. По своим правилам живет Отшельник. Он предпочитает какие-то больше духовные ценности или то, что для него имеет значение. Он не готов, может быть, отчасти соглашаться со взглядами на жизнь других людей. Почему для него будет не так важна какая-то даже материальная составляющая, как высокая идея. Вот здесь вы, видимо, что-то пересмотрите из разряда возвышенного и земного или вашего отношения к каким-то прежним планам. По этой карте для вас произойдут перемены, когда вам захочется больше взаимодействия с людьми или больше видеть мир. Такое тоже может быть. По этой карте есть такое значение на отшельника, вот его невозможно ни купить, ни налезть.
не какими-то фразами, может быть, обидными, потому что у него на все свой взгляд. С одной стороны, это сильная позиция. Почему? Потому что мы несколько закрыты от мира. Да, это философ. Для него что-то более духовное, более важно, нежели какие-то, мелочи на уровне нашей повседневной жизни. Но в этой карте может быть еще смысл, когда мы себя ограждаем. Ограждали от каких-то разочарований. А здесь вы будете открыты миру. Поэтому вот какие-то подобные энергии одиночества, изоляции для вас заканчиваются. Или вы от этого, скорее всего, будете отказываться сами. Что же нового войдет в вашу жизнь? Еще один старший аркан, и это аркан императрица, мои дорогие, мне нечего добавить. Это символ нового «я». Это совершенно, вот если мы только что сказали про какие-то более одинокие и отстраненные энергии, то нет, пар императрицы взаимодействия. Для кого-то из вас, правда, личная жизнь может измениться. Выход из долгого одиночества, может быть, потому что вы как-то видели в каком-то своем формате жизнь или то, как должно быть, а здесь вы готовы взаимодействовать с людьми, где-то корректируете себя тоже по аркану императрицы дважды. Мои дорогие девочки, для кого-то из вас беременность или ожидание материнства, может быть, в течение 25-го года это вы уже становитесь мамой. Одинаково для всех, как для мужчин, так и для девочек, изменение статуса, когда вы можете создать семью. Но, безусловно, великий дипломат, императрица, и вот в контексте изоляции и отшельника. Здесь меняются ваши взгляды на жизнь. Почему? А не хочется быть вот где-то тихо сам собой, да? Как раз хочется новых горизонтов, новых возможностей, нового вдохновения. Хочется быть любимым, хочется самому любить, хочется нежности, хочется ласки, заботы. И так, когда и вы готовы заботиться, и когда кто-то готов заботиться о вас, вот такие кардинально энергии другие приходят для вас в 25-м году. И поэтому вот такая метаморфоза жизни происходит и в вас самих, мои дорогие стрельцы. Давайте узнаем главное событие или чем запомнится 2025 год. Умеренность, еще один старший аркан. Вы знаете, ваша жизнь будет меняться, это правда. Причем она будет меняться в первую очередь потому, что вы сами не хотите какой-то прежней организации своей жизни или какого-то одинокого процесса. По аркану умеренности отчасти напоминает аркан мир. И в этой карте дева держит два кубка, один с огнем, второй с водой. Уравновесить какие-то энергии между тем, что я хотел бы осуществить и какова в данный момент ситуация, обстоятельства. Вы будете готовы, скорее всего, взаимодействовать, нам снова говорит об этом карта, более неспешной энергии, когда у вас может поменяться не просто взгляд на мир, на жизнь, а когда вы вдруг обнаружите, что намного важнее именно каким буду дипломатом или как я провзаимодействую. Если я где-то не настаиваю на своем, к примеру, да, это как одна из деталей может быть, а когда я, может быть, более в спокойных энергиях, не тороплюсь, ко мне приходит больше возможностей. Когда я не настаиваю на своем, у меня решаются более положительном смысле какие-то вопросы. Когда я более лоялен к миру, тогда и мир передо мной открывает новые перспективы. Вы можете для себя обнаружить совершенно другие энергии. И тогда по аркану умеренности, пусть не в этой колоде, а в другой, к нам как раз приходит, знаете, его величество, счастливый случай. Есть такой момент. Но совершенно необходимо быть вот в этих спокойных энергиях, чтобы этот случай или не случайную случайность со знаком плюс не пропустить, мои дорогие. Видимо, вот такие энергии. Посмотрите, 3 старших арканы. Всегда, когда старший аркан, имеется в виду события извне, обстоятельства извне, которые будут на вас влиять. Вот что-то на вас влияет. Может быть, как и новое знакомство. Для кого-то из вас новые возможности по вашей работе или по вашей деятельности. У кого-то, может быть, был период обучения, и теперь вы будете свои новые знания, вы как новый специалист, перекладывать на практику.
Здесь по 3 старшим арканам идет ваша внутренняя какая-то метаморфоза, смена какой-то внутренней парадигмы, которая тянет за собой изменения, я бы сказала, во всех сферах жизни. По аркану императрица как раз об этом нам и говорят. Неожиданности. Давайте узнаем. Туз монет. Новые способы заработка. Какая-то весть, известие, новость может прийти к вам, которая будет играть очень важную роль. Для кого-то из вас ведь все-таки туз, как единица, это зерно наших будущих побед, которые мы словно садим в землю и потом получим богатый урожай. В неожиданностях какая-то возможность. Есть и другое значение тузу пентаклей – это благополучие. В каком-то новом ключе. Знаете, действительно вы организовываете свою жизнь, уходя от прежних разочарований, от того, что вы не смогли, может быть, создать или реализовать полностью, довести до какого-то, как я сказала, логического конца или что-то осуществить. Другая организация жизни с большим порядком, с большим спокойствием, с большей уверенностью среди людей, которые вас любят и которых любите вы. Вот такую жизнь для себя в 2025 году вы можете создать. И энергии как будто в этом вам помогают. Повторюсь, 3 старших аркана. События, как в пространстве Вселенной, пытаются помочь Стрельцу, чтобы он был счастлив. Что же вас будет радовать? Давайте узнаем. Девятка жезлов. Вы знаете, когда вы будете заниматься своими делами, вопросами, вы действительно пересмотрите свое взаимодействие с вашим социумом. Может быть, многих людей вы как будто будете исключать из своей жизни. Эта карта, пусть не в этой колоде, а в колоде герметического Таро, карта великой мощи. То есть карта нам говорит, что будет радовать. Будет достаточно жизненных сил, физических сил, будет желаний. Но мы действуем только в 2 случаях. Либо для нас не упустить какого-то приятно важного момента, раз, и чтобы не упустить того момента, когда нам либо что-то угрожает, либо нам что-то мешает. Мы больше сконцентрированы на собственном счастье, на собственных подвигах, на том, что мы хотим осуществить, на правильном взаимодействии. Мы не тратим силы впустую. Вот это будет радовать конкретно. Что будет помогать? И радовать, конечно, физическая форма. А будет помогать, когда вы быстро откажетесь, может быть, достаточно быстро, или кардинально как-то пересмотрите свою стратегию, тактику. 8 кубков всегда, когда мы ищем выход, и мы его находим. Вы можете принять Соломоново решение, мудро что-то как раз в год змеи определить для себя. Может быть, по отношениям, может быть, по работе. Когда для вас не будет ничего невозможного. Вы решите действовать как-то по-другому. Вы будете легко прощаться с тем, что для вас не может служить какой-то перспективой. И, может быть, это где-то будет связано с людьми или с вашим социумом. Вы действительно как будто по аркану императрицы вы будете в другом статусе. Вы будете и людей разглядывать где-то и вблизи, и вдали, меняя микроскоп на бинокль. Что от каждого персонажа ожидать? Вам не захочется собой рисковать, нам вот об этом сказали. И поэтому вот такая предусмотрительность вам будет буквально помогать. А еще вам будут помогать какие-то мудрые ваши решения. Что может помешать? И помешать может только по 4 мечей, когда мы огораживаемся от мира. Продолжаем вот этот путь в одиночку. И это не будет радовать. Может помешать, знаете, не все, ведь все-таки период, целый год, он достаточно большой. Могут быть какие-то вопросы, которые вас разочаровывают. Или могут быть какие-то сведения, известия. Мы от этого не уйдем. Ни один из знаков зодиака не может, совсем расслабиться и так все идет какой-то
своей конве. Нет, мы люди, и мы живем в социуме, в обществе. На нас влияют события извне, события в мире. Нам приходится с этим правильно взаимодействовать. Вот когда вам захочется от всего отгородиться. Может быть, вы даже какую-то паузу надумаете брать. То есть вот неторопливость какая-то она предусматривается. Но сказать, что отгородиться снова от мира, то нет. Или настаивать на своем. Или думать, что моя точка зрения единственная правильная. Когда мы складываем оружие, когда мы ничего не предпринимаем, когда мы с чем-то смиряемся. Нет, тут вот нужно по-другому посмотреть, что можно изменить, с кем стоит продолжать отношения, не отгородиться опять же от мира, не уйти вот в этого отшельника, а самому, может быть, или самой себе сказать: хорошо, если вот с этими людьми у меня не получилось отстроить счастливое будущее, или какой-то дуэт, или партнерские отношения, неважно в какой сфере жизни, это значит, не я ухожу вот в такую изоляцию, а это лишь означает то, что нужно искать новых партнеров. Людей, которые вам близки по духу, людей, которые вас вдохновляют, но ни в коем случае не выпадать из какой-то реальности. Могут быть и вопросы где-то по здоровью, но значит тоже вот так планомерно мы решаем, обращаемся к врачам, обращаемся за помощью к узким специалистам, решаем постепенно, вот так вот слаженно, продуманно те или иные вопросы, но не ставим себя в тупик где-то, говоря себе: все, я вот это не буду продолжать, или я больше не хочу ничего слышать, или все, я как бы ухожу, отгораживаюсь от мира, и я буду лучше пребывать в одиночестве. Вот такие вещи вам могут конкретно помешать. События, которые изменят вашу жизнь. Вы знаете, у кого-то может быть то, что было дружбой. Посмотрите, какая замечательная, чудесная карта. Перерасти в совершенно новые отношения. Кто-то, тот, кто, может быть, переписывался, дружил, или эта дружба была многие годы, а потом вы потеряли друг друга, или так вот события сложились, что общение прервалось, оно может как раз возобновиться. И я бы сказала, даже личная жизнь, она подразумевает какую-то дружбу. И вот эти события, если мы спросили, когда в вашей жизни, мои дорогие стрельцы, присутствуют искренние люди, вот как будто, вот мы только что с вами об этом говорили, то вам как раз и направление нужно брать на контакты с такими людьми. Кто вас вдохновляет, кто вас окрыляет, кто, помогает раскрасить какую-то реальность, может быть, достаточно сложную. Меня люди смотрят из разных стран. Вот раскрасить в разные тона, более яркие, более счастливые, чтобы какая-то радуга в вашей жизни была. Потому что для кого-то ведь из отшельника сложно выходить. Это на самом деле так. Мы привыкли быть на своей волне, мы привыкли жить по собственным правилам. А рядом карта императрицы – это уже сразу взаимодействие. А себя перестроить – это, наверное, самое сложное. Когда слышать партнера, понимать, чем он живет. Мы ведь все разные. И вопрос не в том, как мы сумеем настоять на чем-то своем, а как мы найдем способ договориться или как мы примем другого человека. Поэтому все основывается где-то с дружбы или с каких-то теплых дружеско-партнерских отношений. Или пусть это даже по работе, когда мы больше понимаем друг друга. Вот эти события на взаимодействие, на взаимопонимание изменят вашу жизнь. Что за события, которые заставят измениться вас? Конкретный переезд или успех в каком-то деле. Это карта мужества, когда у вас хватит мужества начать что-то, может быть, заново. Или какую-то личную историю начать заново. Открыться миру, мои дорогие, совершить переезд. Или выйти из этой изоляции, зоны ограничений. И, может быть, отправиться в отпуск. Или больше путешествовать. По этой карте мы можем начать что-то новое изучать. Может быть, отправиться на курсы. И, находясь в новом социуме, обрести новых друзей, мои дорогие стрельцы. И такое тоже может быть. Карта заслуженного успеха. Вообще шестерка мечей. И это то событие, которое заставит измениться вас. Ваш статус меняется, это правда. Но это все будет зависеть
от приложенных вами усилий. Шестерка мечей – это еще и карта мужества. В первую очередь, когда у нас хватает мужества идти вперед. Даже если впереди мы не все можем просчитать, и мы где-то готовы к этим самым неожиданностям, но лучше пусть какой-то жизненный драйв. Пусть я столкнусь с неожиданностями, я все равно что-нибудь придумаю, чем я уйду от отшельника и словно закроюсь от мира. Вот такая смена энергетики, смена ракурса и смена качества вашей жизни может произойти в 2025 году. По крайней мере, посмотрите, пространство Вселенной на вашей стороне. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.